Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать мангал из нагревательного бойлера для воды. У нас есть такой бойлер, он протек на 80 литров фирмы Nova. И теперь необходимо из него сделать что-нибудь полезное, потому что выбрасывать его жаль. В первую очередь необходимо его разобрать и добраться до внутреннего бака, сняв утепление и наружную обшивку. Я также сниму все компоненты, тен и терморегулятор. Терморегулятор снимается не тяжело, необходимо просто потянуть его вверх. И здесь такая контактная группа с нижней части. А это термоконтроллер. Он нам еще пригодится на запчасти. После этого мы открутим 5 болтов крепления нагревательного тена. Здесь нужна головка на 13. Поддеваем эту крышку и вынимаем нагревательный элемент. Здесь видно, что он очень окислен, грязный. Магниевый электрод уже почти весь износился. Пойдет, скорее всего, наверное, на металлолом этот нагревательный элемент. Вынимаем все болты, шпильки крепления этой крышки. Они имеют такой внешний вид. Переворачиваем и выливаем из бака остатки воды. Как видите, вода грязная, от ржавчины. Начнем снимать обшивку. Сначала отпилим верхнюю и нижнюю часть корпуса обшивки по кругу. И отрываем с помощью гвоздодера. Внутри металл обшивки даже не поржавел, значит, имеет хорошее качество. И после этого отрезаем обшивку вертикально с одной стороны. И после этого откручиваем болты заднего крепления бойлера к стене. И начнем счищать наружную обшивку с помощью ножа или другого инструмента. И с помощью обычного шпателя удаляем остатки монтажной пены,
которые остались на корпусе. Вот бак бойлера очищен от пены, и необходимо сделать верхний вырез. Я все вырезать не буду, а вырежу по этому шву, поэтому одна полоса уже есть для среза, а вторая будет напротив. Снизу здесь крепление для ножек, поэтому делаем все симметрично этому креплению, если посмотреть отсюда. То есть вырез будет здесь и здесь, строго по центру. Теперь, не разрезая баллон в этих частях, необходимо взять навесы и приварить их на свое место, чтобы крышка открывалась. Я приварю навесы так, чтобы можно было крышку снимать в случае необходимости. То есть в одну сторону. И после этого мы окончательно отпиливаем два прореза на крышке. После этого мы откроем бак, посмотрим, что у него внутри. Как видите, внутри все ржавое. Здесь есть трубка. Ее мы отрежем. Это трубка подачи горячей воды, потому что холодно опускается вниз. Нам нужно будет удалить. На дверцу мы приварим такую обычную дверную ручку для удобства ее открывания. Теперь приварим такой Т-образный профиль со стороны закрывания дверцы, для того, чтобы она не проваливалась, сюда упиралась, а с другой стороны будет приварена ножка одна и вторая. Теперь дверца закрывается и не проваливается при закрытии. И приварим задней части дверцы вот такой уголок, для того, чтобы на него приварить ножки. Этот упор будет основой для ножек и предотвращать откидывание крышки назад. Теперь она будет вот в таком положении. И после этого приварим 4 ножки к этим уголкам. Я буду использовать не очень высокие ножки, высотой 70 сантиметров, вполне будет достаточно. И теперь можно его перевернуть и посмотреть, что получилось.
И заварим это отверстие с помощью пластины металла толщиной 2 мм. Вот отверстие заварено. И можно обрезать два патрубка, которые выходят из бака. И также заварим два этих отверстия сваркой. И после этого привариваем поручик с двух сторон. Вот ручки приварены, не очень удобные. И можно обрезать теперь внутреннюю трубку. Она уже выпала, когда мы отрезали патрубки. Вот такой получился мангал симпатичный. Очень недорогой. И он еще какое-то время послужит. Выбрасывать его не будем. Все фиксируется, и дверца не отпадает. Осталось его хорошенечко выжечь, чтобы вся краска обгорела внутри. И можно пробовать жарить на нем колбаски и шашлыки. Выжигать краску нужно хорошим пламенем, чтобы она выгорела по всей площади металла и потом не воняла при приготовлении блюд. Вот мангальчик обгорел, и можно жарить на нем колбаски. Ну, вполне нормально получилось. Колбаски не пригорают. Жара хватает. 10 лет назад я сделал такой же мангал из обычного пропанового газового баллона. Вот он уже сколько проработал и уже проржавел. Как видите, каждый металл имеет свойство прогорать. Я подложил вставку из металла, чтобы не упадали угли, потому что внизу уже образовалась сплошная дырка. Здесь, конечно, металл потолще на газовом баллоне. Примерно, наверное, 3,5 мм, может 4, поэтому его хватило на так долго. Этот мангал, я думаю, проработает еще какое-то время. Ну, по крайней мере, мы его не выбросили на мусорку, а использовали по назначению, с пользой для дома. Вот колбаски уже почти готовы. И можно идти дегустировать полученный продукт на новом мангале. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как сделать мангал из бойлера. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!